Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня хочу ответить на пару вопросов касаемо зарядки. В данном случае мы будем рассматривать Burgman 650, но под это описание в принципе усредненно подойдет любой мотоцикл, не обязательно Skyway Burgman, а в принципе с классическим генератором, плавающим в масле, и с классическим реле-регулятором, собственно, стоящим где-то на раме. Любая система работает именно по такому принципу. А у данного видео будет полная версия, прямо вот подробный мануал с показанием, как мы искали эту проблему. А проблема здесь нестандартная, и простейшим способом, который я сейчас расскажу, она диагностируется очень плохо. В свое время, лет 6 назад, я первый раз столкнулся с подобной проблемой и мучился 2 недели, искал причину, не мог определиться и понять, в чем же она заключается. Я думаю, что полную версию этого видео я сделаю максимально подробной, с ответом на все вопросы, и она подойдет уже даже для опытных механиков, для того, чтобы разобраться в вопросе. И я думаю, что я выложу ее куда-нибудь на Бусти, и доступ к ней будет за небольшой донат. Попробуем такой формат. Консультации по телефону у меня, к сожалению, не заходят. Один раз меня хейтили месяц, человек просто усрался, потому что я ему один секрет попытался рассказать за 1000 рублей, он месяц на форуме искал причину, короче, не знаю. Просто не те, видимо, люди мне звонят и пытаются от меня какую-то информацию получить, поэтому попробуем немного другой формат. А сейчас я расскажу в 2 словах. Значит, вот у вас Burgman, и, это к примеру. И у вас нет зарядки. Она, допустим, плохая, или она, к примеру, вообще отсутствует. Или она есть, но на определенных оборотах. Во-первых, логично при ремонте сначала открыть сервис-мануал. Сервис-мануалы можно найти в интернете, если хорошо искать, почти на любую технику. На Burgman есть почти всех поколений. Мне очень часто пишут те, кто мануал найти просто типа не может, хотя на самом деле плохо ищут. Если, ребята, вам лень, то я могу вам за небольшую денежку скинуть сервис-мануал из своей персональной коллекции. Сразу говорю, естественно, все мануалы на английском языке. Компания Suzuki вообще не подразумевала ремонт техники специалистами, которые не знают английского языка. То есть тут, извините, английский придется учить или смотреть внимательно картинки, а остальное переводить переводчиком. И мануалов на русском почти не бывает. Кто-то там что-то на старые 400-ки переводил, но я лично считаю, что правильнее пользоваться английской версией, потому что она в любом случае будет как минимум точнее. Пишите мне в WhatsApp и, пожалуйста, не звоните мне, пишите. Пишите мне в WhatsApp, там под видео есть мой номер телефона, или в шапке канала где-то вот там с правой стороны внизу есть кнопочки, что можно мне прям легко написать. И если у вас действительно проблемы с поиском мануала, то, что я могу вам предоставить, я вам скину из своих личных коллекций. В 2 словах диагностика выглядит следующим образом. Наша задача добраться до реле-регулятора. А у 650-ки он находится вот здесь, под левой боковиной, около горловины бензобака. Кстати, не ставьте никогда китайские реле на 650-ку. У них офигительно тонкие провода, они греются, плавятся, и рядом с топливным баком случается пожар. У меня было несколько таких случаев в истории, я просто вас предостерегаю, потому что китайское реле стоит дешево, но, вы знаете, не стоит оно того. Поверьте мне, лучше переплатить за родное. Есть ребята, которые изготавливают релюхи. Я пока не сильно углублялся в это, не сильно пробовал. Возможно, я к этому приду, но пока я стараюсь ставить только оригинал и избегать всяческих экономий, потому что я же буду за это отвечать. Соответственно, клиенты зачастую такую ответственность брать на себя не очень хотят. Поэтому я с большой осторожностью пробую подобные вещи. Значит, мы добираемся до релюхи. У релюхи у нас конкретно у 650-ки 2 разъема. Но в общем и целом может быть он и один. Смысл в том, что 3 контакта приходят с генератора,
Это переменное напряжение, 3 фазы. Обычный трехфазный генератор, в нем нет никаких щеток, это просто обмотка, плавающая в масле, вокруг которой вращается магнит. Оттуда приходит напряжение, чем больше обороты, тем у нас больше напряжения. А далее реле-регулятор, который сделан как радиатор охлаждения, там внутри диоды, которые производят достаточно большое количество тепла, выпрямляет это все, делает из переменного напряжения постоянное, всегда с одним напряжением. И далее 2 провода на выходе идут на аккумулятор. Совсем простейшая схема, в которой, казалось бы, ничего такого. Но мне постоянно вот вопросы такие задают. Ну что, типа зарядки нет, значит релюха уже сдохла? Ну, как бы, вообще, может быть, конечно, а может быть и нет. И сразу, спрашиваешь, вы как бы все остальное продиагностировали? В мануале приведена схема проверки реле-регулятора. Но я, как и многие другие механики, склоняюсь к мнению, что эта схема проверки реле-регулятора не является полноценной. И если прозвонить вот там по выводам все, как написано в мануале, можно полумертвую релюху не отличить. Соответственно, реле можно, по моему мнению, проверить полностью, вот прямо 100% только заменой на другое. Зато можно проверить все остальное. Можно прозвонить напряжение с генератора, проверить, коротит ли генератор на массу, и также можно проверить цепи до аккумулятора. В общем и целом это несложно. Всегда отключаешь фишку, меряешь напряжение с генератора, если они в норме, то, соответственно, меряешь цепи до аккумулятора. Если там все хорошо, в редких, очень редких случаях еще может аккумулятор быть дерьмовый и влиять как-то на зарядку. Но это прям практически никогда такого не бывает. Все. Если вы абсолютно уверены, что вы все это проверили, то меняйте релюху и все хорошо. И вот как раз именно с этим скутером повторилась та самая редкая проблема, когда вроде бы все проверили, у меня вот ребята вдвоем прозванивали напряжение с генератора, сначала один, потом второй, точно были уверены, что релюха, тут немножко пришлось пару дней подождать релюху, подкидываем релюху, зарядка не появилась. А я был, кстати, в это время занят съемкой видео, и мне было немножко не до этого. Я решил попробовать доверить им диагностику. К сожалению, оказалось, что они ошиблись в диагностике, и тут действительно была проблема в генераторе. А как эту ошибку не допускать, я сейчас расскажу в полной версии, которая будет уже на бусте. Тут уж извиняйте, но у меня никогда не было цели снимать мануалы, а если уж и снимать, то, как говорят в разных эзотерических пабликах, тогда давайте обмениваться энергией. Либо наступайте на свои грабли сами и получайте свой опыт сами. Тут можете хейтить меня сколько угодно, но бесплатно рассказывать вам все секреты у меня нет цели. А далее мы снимем генератор, и также в полной версии я расскажу нюансы по снятию ротора и так далее. Поехали! Итак, мы сняли ротор. Видим мы здесь вот такую вот обугленную обмотку. Далеко не всегда генератор выходит из строя так, что видно симптомы, но в данном случае это именно так. Поэтому меняем генератор, собираем все в обратном порядке. Абсолютно все подробности я озвучил в полной версии видео. Далее заводим, проверяем зарядку. Скорее всего, реле здесь замены не требует. И, в общем-то, радуемся. Радуемся исправному мопеду. И едем кататься. Итак, сегодня мы вернули в строй одну классную белую 650-ку. Реле-регулятор не потребовал замены. Зарядка 14 вольт. Все в порядке. Нормальная зарядка в идеальном случае примерно от 13,7 до 14,2 вольта. Плюс-минус. Понятное дело, что погрешность и на измерительном приборе может быть и так далее. Но все равно от этих значений
отходить она сильно не должна. Очень часто у старых 650-ок есть проблема, что на холостых зарядка как бы более-менее нормальная, даешь газу и она уменьшается. Это одна из стандартных проблем очень часто, это полумертвый реле-регулятор. Но не всегда. Всегда требуется нормальная полноценная диагностика, потому что даже я 12 лет, занимаясь профильно только Skyway, постоянно продолжаю открывать для себя что-то новое. И да, на много граблей часто надо наступить, чтобы что-то узнать и мочь это спокойно и свободно применять на практике, что я и делаю. Поэтому опыт, он как-то должен зарабатываться, и от этого никуда не убежишь. Бывает иногда, что он достается очень дорого. Еще раз напомню, что полную версию этого видео со всеми техническими подробностями замены генератора, снятия ротора, а также диагностики без разбора можно посмотреть по ссылочке на Boosty внизу в закрепленном комментарии или в описании. Также там можно поддержать мой канал. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудь подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик уведомления о новых видео. Всем пока!